В северной глубинке, где бескрайние леса подступают к самому Белому морю, затерялся маленький поселок. Казалось, время здесь текло иначе, медленнее, созерцательнее, подчиняясь вековым ритмам природы. На самой окраине поселка, у кромки вековой тайги, стоял бревенчатый дом с резными наличниками, почерневшими от времени и северных ветров. Этому дому было уже более 100 лет, и его построил еще дед Галины Ивановны. Галина Ивановна стала живым воплощением истории этого края. В этом доме она сделала первые шаги, здесь же научилась читать по пожелтевшим книгам отца-учителя. В старой школе, пахнущей сосновыми досками и мелом, она встретила свою первую любовь, Павла, сына местного плотника. Их свадьба состоялась в 1957 году. Молодожены не стали строить новый дом, а стали обустраивать родовое гнездо Галины. Павел своими руками переложил печь, пристроил светелку, вырезал замысловатые узоры на фронтоне. Каждое бревно в этом доме хранило память об их совместной жизни. Вот зарубка, отмечающая рост дочери Анны, а вот царапина от первой кроватки. Галина Ивановна 35 лет проработала в местной школе, учила детей не только грамоте, но и особому, трепетному отношению к родному краю. Ее уроки природоведения были похожи на путешествия. Она рассказывала о повадках лесных обитателей, о тайнах северного сияния, о легендах поморов. Павел стал главным плотником поселка. Его руками были сделаны половина дверей в Подгорном, все сани и большинство лодок. В их саду росли особые, акклиматизированные яблони, которые Павел вырастил специально для жены, ведь обычные яблони не выживали в суровом северном климате. Когда в 1998 году Павел ушел из жизни после второго инфаркта, Галина Ивановна словно окаменела. 3 месяца она почти не выходила из дома, перестала вести дневник, который писала всю жизнь. Дочь Анна, к тому времени уже жившая в Архангельске и воспитывавшая 2 детей, умоляла мать переехать. Но Галина лишь качала головой. «Как я оставлю наш сад? Наш дом?» Все, что Павел создавал, постепенно жизнь начала возвращаться в старое русло. Бывшие ученики, теперь уже взрослые люди с собственными семьями, создали негласный график дежурств. Кто-то привозил дрова, кто-то продукты из города, кто-то помогал по хозяйству. Особенно усердствовал Сергей Петров, когда-то трудный подросток, которого Галина Ивановна в свое время уберегла от детского дома. Тот мартовский день 2003 года запомнился лютым холодом. Столбик термометра показывал 35 градусов ниже 0, когда Сергей, возвращаясь с охоты, наткнулся на брошенную нору. Из нее доносился жалобный писк. 4 щенка, еще слепые, едва покрытые серым пушком, замерзали в ледяном логове. Сергей понимал, оставить их значит обречь на верную смерть. Но и нести домой к жене с маленьким ребенком было опасно. И тогда он вспомнил о своей старой учительнице. «Галина Ивановна», — сказал он, переступая порог, — «тут беда в лесу. Мать, видно, умерла. Малыши одни». Он не договорил, да и не нужно было. В глазах женщины уже читалась решимость. Первую ночь щенята провели в корзине, укутанные старым овчинным тулупом Павла. Галина Ивановна не спала. Каждые 2 часа она поила их теплым молоком из пипетки, массажировала тело, чтобы не замерзли. Через неделю, когда они открыли глаза, стало ясно, это не щенки, а волчата. Но странное дело, этот факт не испугал женщину. «Раз уж судьба свела, значит, так надо», — говорила она соседкам. Она назвала их именами, которые отражали их характер. Грей, самый крупный и серьезный, с умным, пронзительным взглядом. Шторм,
беспокойный и сильный. Лиса — грациозная и хитрая. Шалун — непоседливый озорник. Волчата росли не по дням, а по часам. К полугоду они уже были размером с крупных волков. Галина Ивановна превратила старый сарай в просторный вольер, но чаще звери находились в доме. Они научились открывать дверь, дергая за веревочку, обожали спать на старом ковре возле печки. Соседи сначала относились настороженно. Старый охотник Михей Семенович даже пригрозил пожаловаться в сельсовет. Но однажды осенью, когда Галина Ивановна поскользнулась и упала в огороде, именно Грей привлек внимание соседей. Он подбежал к забору и начал громко выть, пока кто-то не вышел. По-настоящему волки проявили себя в январе. 3 беглых заключенных из колонии поселения, скрываясь от погони, решили поживиться в одиноком доме. Поздней ночью они выломали дверь. Галина Ивановна пыталась сопротивляться, но один из преступников направил пистолет в ее сторону. Что почувствовали волки в этот момент? Возможно, инстинкт защиты своей стаи. Первым бросился Грей, он вцепился в руку мужчины с пистолетом. Лиса перекрыла путь к окну. Шторм и Шалун атаковали остальных. В последовавшей схватке прозвучал выстрел, пуля попала Грею в переднюю лапу. Но даже раненый, он не отпускал своего противника. К счастью, на выстрел отреагировал сосед-охотник. Через 15 минут к дому уже мчалась полиция. Прибывшие сотрудники были шокированы. 3 взрослых мужчин, прижаты к стене 3 волками, а 4-й, раненый, лежал у ног старушки, которая перевязывала ему лапу своим платком. После этого случая Галина Ивановна и ее волки стали местной легендой. Ветеринар из райцентра бесплатно вылечил Грея, пуля прошла на вылет, не задев кости. Журналисты из архангельских газет написали несколько статей, но Галина Ивановна отказалась от славы. Волки дожили в ее доме до глубокой старости. Эта история, передаваемая из уст в уста, заставляет задуматься о многом, о верности, о взаимопонимании, о той невидимой связи, что может возникнуть между человеком и дикой природой. Что, на ваш взгляд, было ли это проявлением животного инстинкта или настоящей благодарностью? Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!